Привет, с вами Павел, йога-терапевт. Я сегодня расскажу вам про болезнь Бехтерева. Про это заболевание лучше знать каждому, потому что, как правило, с момента начала заболевания до постановки диагноза проходит 5, 10, а иногда 15 лет. Поэтому чем раньше ставится диагноз, тем лучше. А если ничего не делать, то это может привести к плачевным последствиям. Вот, например, посмотрите на эту серию фотографий, и мы видим, как каждые 10 лет меняется осанка человека. И это происходит в 90% случаев. Постепенно формируется так называемая классическая поза просителя. Так что же происходит? Второе название – это анкилозирующий спондилоартрит или анкилозирующий спондилит. Анкилоз – это сращение, то есть разрастание костной ткани, которое приводит к сращению в суставных поверхностях и сращению позвонков. Вот сейчас на диаграмме вы видите этот процесс. Слева здоровый позвоночник, посередине уже процесс начался. Из-за воспаления как раз и провоцируется это разрастание костной ткани. И справа мы уже видим, что формируются вот эти вот костные мостики, которые приводят к тому, что позвоночник постепенно начинает образовывать единую неподвижную конструкцию. И сейчас вы увидите рентген здорового человека слева и справа рентген болезни Бехтерева. Такая запущенная стадия, когда уже сформировались костные мостики, когда уже межпозвонковые суставы срослись и потеряли свою функцию. В итоге позвоночник может превратиться в так называемую бамбуковую палку. Распространенность этого заболевания доходит в некоторых странах до 2%. Чаще всего страдают мужчины. Заболевание носит аутоиммунный характер, то есть наши собственные иммунные клетки начинают атаковать соединительную и хрящевую ткань преимущественно вдоль позвоночника. И как раз это и вызывает воспалительные процессы, воспалительную реакцию. Стартует этот процесс практически всегда в области крестца и поднимается выше. Существует несколько вариантов постановки диагноза. Рентгенологический, когда мы видим изменения в области крестцово-подвздошных суставов, то есть присутствует сакроилеид, это воспаление в крестцово-подвздошных суставах. Его видно на ранних стадиях на МРТ и на поздних стадиях на рентгене, поэтому приоритет отдается МРТ. Еще один критерий постановки диагноза – это боль и скованность в области крестца минимум 3 месяца. Боль и скованность в грудном отделе позвоночника. Также очень важным диагностическим критерием даже на ранних стадиях является резкое ограничение объема движения в грудной клетке. Возраст дебюта заболевания 20-30 лет. Жалобы – это утренняя боль и скованность в позвоночнике, боль в покое и в конечном итоге невозможность разогнуться. В основе ранней диагностики до сих пор используется примитивный тест. Измеряется разница в обхвате грудной клетки между полным выдохом и полным вдохом. И если разница меньше 5 см, то это заставляет насторожиться. Если меньше 2,5 см, то это в 80-90% случаев именно анкилозирующий спондилит или болезнь Бехтерева. Причины возникновения этого заболевания в настоящий момент неизвестны, но известно, что имеет значение наличие триггера, то есть какая-то травма, стресс, перегрузка и генетическая предрасположенность. Известно, что в почти 90% случаев выявляется генетический маркер HLA-B27. Он определяется лабораторным способом и является такой предрасположенностью к возникновению этого заболевания. То есть вероятность того, что у вас будет это заболевание, выше, если кто-то из ваших родственников болел болезнью Бехтерева. Также известно, что имеет значение бактериальная осемененность кишечника. Есть версия, что это бактерия Клепсиелла, которые присутствуют в кишечнике даже здорового человека. Выделяют несколько форм болезни Бехтерева. Это либо аксиальная форма, то есть поражаются суставы и соединительная ткань, хрящевая ткань вдоль позвоночника, либо плюс ко всему поражаются еще иногда и крупные суставы, например, тазобедренные суставы. Более мелкие суставы тоже есть такая форма. И есть форма, когда поражаются самые мелкие суставы, например, суставы фалангов пальцев рук. Это происходит, конечно, реже, но это
стоит иметь в виду. Плюс ко всему, довольно редко, но все же бывает дополнительное поражение внутренних органов, почек, сердца, кишечника. У 20-30% больных наблюдается увеит, то есть поражение сосудистой оболочки глаза. Такой тоже может быть вариант. Для постановки диагноза и лечения, конечно, лучше обратиться к хорошему ревматологу, и в случае обострений, в зависимости от тяжести заболевания, подбираются также противовоспалительные препараты, это очень важно. Несмотря на то, что заболевание является официально неизлечимым, вполне реально увеличить объем движения в суставах, уменьшить боль, остановить процесс анкилозирования, то есть сращения в суставных поверхностях, а также существенно улучшить качество жизни человека. И в этом смысле йога-терапия является прекрасным инструментом. И это было доказано в Институте традиционных систем оздоровления, на базе которого проводилось исследование на эту тему. По результатам оказалось, что качество жизни улучшилось, боль уменьшилась, подвижность в суставах увеличилась. В следующем ролике я запишу комплекс упражнений для лечения болезни Бехтерева методами йога-терапии. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить его. Не забывайте следить за своим здоровьем. Будьте здоровы. Пока.